Представьте себе рождение нового разума. Не из плоти и крови, а из кремния и кода. Этот разум учится видеть мир, и мы, его создатели, его первые учителя. Но как мы научим его не просто распознавать объекты, а понимать их значение? Как вложить в него моральный компас, который не даст ему сбиться с пути? Прямо сейчас на наших глазах разворачивается фундаментальная битва за душу этого нового разума. И в ее эпицентре стоят два титана современной науки. Два родителя, предлагающие совершенно разные методы воспитания. Это не просто научный спор. Это экзистенциальный выбор, определяющий, каким будет наше общее будущее с искусственным интеллектом. С одной стороны этого интеллектуального ринга — Йошуа Бенджио. Если вы слышали о глубоком обучении, вы слышали о нем. Лауреат премии Тьюринга, один из крестных отцов ИИ, человек, чьи работы лежат в основе практически каждой нейросети, работающей сегодня. Он — архитектор современного глубокого обучения, который, достигнув вершин, посмотрел на свое творение и ощутил колоссальную ответственность. Бенджио все чаще говорит не о новых прорывах, а о рисках. Его позиция — это позиция предельной осторожности. Он призывает нас строить ИИ, как мы строим атомные электростанции, с многоуровневыми системами безопасности, с абсолютной прозрачностью и с глубоким пониманием всех возможных последствий. Для него этика — это не надстройка, не дополнительная функция, которую можно установить позже. Это фундамент, без которого все здание неминуемо рухнет, погребая под собой наши надежды. Он смотрит в будущее и видит потенциальные экзистенциальные угрозы. И его главный вопрос — как нам убедиться, что создаваемый нами сверхразум не станет нашей последней ошибкой? Его подход — это строгий, основанный на принципах кодекс, который должен быть заложен в саму математическую основу ИИ. С другой стороны, Фэй Ли. Если Бенджио — архитектор фундамента, то Ли — визионер, который учит ИИ видеть и понимать мир, наполняющий здания, построенные на этом фундаменте. Она — пионер в области машинного зрения, создательница проекта ImageNet. Сложно переоценить значение ImageNet. Это не просто база данных из миллионов изображений. Это был тот самый большой взрыв, который запустил современную революцию в машинном зрении. Предоставив нейросетям огромный, размеченный вручную набор данных, Ли дала им глаза. Она позволила им научиться отличать кошку от собаки, автомобиль от велосипеда с поразительной точностью. Но, как и Бенджио, достигнув успеха, она столкнулась с более глубокими вопросами. Что, если в этих данных скрыта предвзятость? Что, если ИИ, обученный на этих изображениях, унаследует наши худшие стереотипы? Философия Фэй Ли — это человекоцентричный подход. Она утверждает, что нельзя создать этичный ИИ в вакууме, оперируя лишь абстрактными правилами. ИИ должен понимать людей, их культуру, их эмоции, их невероятное разнообразие. Для нее ключ к этике лежит не столько в жестких ограничениях, сколько в эмпатии и контекстуальном понимании. ИИ должен научиться видеть не просто человека, а врача, успокаивающего пациента. Не просто нож, а поварский инструмент на разделочной доске. Она призывает нас не столько бояться ИИ, сколько учить его, наполняя его знаниями о нашем мире во всей его сложности и многогранности. Ее главный вопрос — как нам создать ИИ, который будет не просто инструментом, а мудрым и чутким партнером для человечества. И вот здесь обнажается суть их философского расхождения. Бенджио говорит: сначала безопасность, потом все остальное. Мы должны заложить нерушимые законы в ядро ИИ. Ли отвечает: безопасность невозможна без понимания. Мы должны научить ИИ понимать наш мир, чтобы он мог действовать в нем этично. Это спор между формальной логикой и эмпатическим интеллектом, между превентивным контролем и адаптивным обучением. Бенджио опасается, что без жестких рамок ИИ, даже с лучшими намерениями, может неверно интерпретировать сложный человеческий мир и нанести непоправимый вред.
Он боится обезьяньей лапки, когда ИИ выполнит нашу команду буквально, но с катастрофическими последствиями, потому что не понял духа, а не буквы закона. Фэй-Сэй Ли, в свою очередь, опасается, что слишком жесткие абстрактные правила, созданные в отрыве от реального мира, сделают ИИ хрупким, неспособным к нюансированию и в конечном счете бесполезным или даже опасным в своей слепой приверженности догме. Она боится ИИ-бюрократа, который следует инструкциям, не видя за ними живых людей. Это не просто академические дебаты. Решения, которые мы примем, чей подход станет доминирующим, напрямую определит, как будут работать беспилотные автомобили, как будут ставить диагнозы медицинские системы, как будут работать системы безопасности в наших городах. Это битва за душу искусственного интеллекта, и ее исход коснется каждого из нас. И чтобы понять ставки в этой игре, мы должны погрузиться в ту область, где этот конфликт проявляется наиболее остро, в этик машинного зрения. Машинное зрение. Звучит как термин из научной фантастики, но на самом деле это технология, которая уже сейчас пронизывает каждый аспект нашей жизни. Это не просто способность компьютера распознавать лица на фотографиях в вашей галерее. Это глаза беспилотных автомобилей, сканирующие дорогу на предмет пешеходов. Это зоркий взгляд рентгеновского аппарата, усиленный ИИ, который ищет раковые опухоли на снимках. Это сотни тысяч камер в городах, которые следят за порядком. И это алгоритмы, которые решают, заслуживаете ли вы кредит, анализируя ваше поведение во время видеоинтервью. Искусственный интеллект научился видеть, и это навсегда изменило наш мир. Но вместе с этой невероятной способностью пришла и огромная ответственность, породившая этические дилеммы, о которых мы раньше могли только читать в книгах. Главная проблема заключается в том, что ИИ видит мир не так, как мы. У него нет нашего жизненного опыта, наших культурных кодов, нашей интуиции. Он видит мир через призму данных, на которых его обучали. И если эти данные несовершенны, предвзяты или неполны, то и зрение ИИ будет искаженным. Зрение ИИ может быть предвзятым, и это не теоретическая возможность, а суровая реальность. Мы уже видели системы распознавания лиц, которые отлично работают на белых мужчинах, но постоянно ошибаются с женщинами и людьми с темным цветом кожи. Почему? Потому что в обучающих данных было непропорционально много изображений первой группы. Последствия от невинного неудобства, когда телефон не узнает владельца, до катастрофических ошибок, когда полиция арестовывает не того человека из-за сбоя алгоритма. Давайте рассмотрим конкретные примеры. Беспилотный автомобиль. Вот классическая проблема вагонетки, перенесенная на дороге 21 века. Машина несется по дороге, и внезапно на проезжую часть выбегает ребенок. Свернуть значит врезаться в стену и, возможно, погубить пассажира. Ехать прямо значит сбить ребенка. Какой выбор должен сделать ИИ? А если на дороге не один ребенок, а трое пожилых людей? А если пассажир – известный хирург, который спешит на операцию, чтобы спасти 10 жизней? Кто напишет код для этого морального выбора? Философия Бенджио потребует четкого, заранее прописанного набора правил, возможно, утилитарного характера, спасать большее количество жизней. Но подход Ли укажет на то, что контекст имеет значение. Может, ИИ должен распознать, что ребенок выбежал за мячом и его поведение импульсивно, в то время как пожилые люди переходят дорогу в неположенном месте. Эта способность к нюансировке, к пониманию человеческого поведения является центральной для ее философии. Другой пример – медицина. ИИ, обученный на рентгеновских снимках, может находить признаки заболеваний раньше и точнее любого врача. Это спасает жизни. Но что, если система была обучена преимущественно на данных пациентов из Европы и Северной Америки? Сможет ли она также эффективно диагностировать заболевания у представителей других этносов, чьи физиологические особенности могут незначительно отличаться? Не получится ли так, что мы создадим передовую медицину для одной части мира и отстающую для другой? Это прямой путь к усугублению глобального неравенства в здравоохранении. И, конечно, системы наблюдения и социального контроля. Здесь этические ставки высоки как никогда.
В некоторых странах уже внедряются системы социального рейтинга, где камеры анализируют поведение граждан, перешел ли дорогу в неположенном месте, выбросил ли мусор в урну. ИИ ставит оценки, которые влияют на возможность получить кредит, купить билет на самолет или устроить ребенка в хорошую школу. Это мир, где каждый твой шаг под прицелом беспристрастного, но потенциально предвзятого алгоритма. Что, если ИИ сочтет участие в мирном протесте за антиобщественное поведение? Что, если он неверно интерпретирует экспрессивный жест, свойственный определенной культуре, как агрессию? Задача встраивания человеческих ценностей и моральных принципов в эти системы – это не просто техническая проблема, это фундаментальный цивилизационный вызов. Мы должны решить, что такое справедливость, что такое частная жизнь, что такое свобода, и суметь перевести эти сложные абстрактные понятия на язык математики и кода. И именно здесь пути Бенджио и Ли расходятся наиболее драматично. Бенджио скажет, что мы не должны внедрять такие системы, пока не будем на 100% уверены в их безопасности и непредвзятости. Ли возразит, что единственный способ сделать их непредвзятыми – это внедрять их осторожно, собирать данные о реальном взаимодействии и постоянно дообучать, делая их умнее и эмпатичнее. Один предлагает заморозить прогресс во имя безопасности, другая – двигаться вперед во имя совершенствования. Этот спор подводит нас к самому сердцу их философий. Как именно мы должны строить моральный кодекс для машин? Чтобы по-настоящему понять глубину этого конфликта, нам нужно разобрать философские позиции Бенджио и Ли на составные части. Это не просто два разных мнения, это два кардинально отличающихся взгляда на отношения между человечеством и технологией. Начнем с Йошуа Бенджио. Его современная философия может быть выражена одним мощным принципом – принципом предосторожности. Представьте, что вы гениальный биолог и стоите на пороге создания нового, самовоспроизводящегося организма. Вы не знаете наверняка, как он будет взаимодействовать с существующей экосистемой. Станет ли он лекарством от всех болезней или превратится в неудержимую чуму? Бенджио утверждает, что в такой ситуации единственно верный шаг – остановиться. Его главный аргумент заключается в том, что мы должны приостановить или замедлить разработку мощных ИИ, особенно тех, что приближаются к общему интеллекту, до тех пор, пока мы не решим фундаментальные проблемы безопасности. Он не против ИИ как такового, он против безрассудной гонки вооружений, в которой технологические компании и государства соревнуются, кто первым создаст сверхразум, не задумываясь о последствиях. Его фокус сместился с производительности на надежность. Он говорит о трех китах безопасности ИИ – объяснимость, робастность и согласование. Объяснимость, или XI – это требование, чтобы ИИ мог объяснить, почему он принял то или иное решение. Черные ящики, чья логика скрыта даже от их создателей, для Бенджио неприемлемы. Если ИИ отказал вам в кредите, он должен предоставить четкое и понятное обоснование. Робастность – это устойчивость к обману и атакам. ИИ не должен принимать решение сбить пешехода только потому, что кто-то наклеил на знак «Стоп» специальный стикер, вводящий алгоритм в заблуждение. Наконец, согласование – самая сложная задача. Это гарантия того, что цели ИИ согласованы с ценностями человечества. И не просто согласованы, а останутся таковыми даже тогда, когда ИИ станет в 1000 раз умнее нас. Бенджио смотрит на это как инженер-ядерщик. Прежде чем запустить реактор, нужно создать 100% надежную систему его охлаждения и аварийной остановки. Его подход — это топ-даун, сверху вниз. Сначала создаем универсальные математически доказуемые принципы безопасности, а затем строим ИИ в этих жестких рамках. Теперь перенесемся в мир Фэй-Фэй Ли. Ее философия — это антитеза подходу Бенджио. Если Бенджио инженер-скептик, то Ли — педагог-оптимист. Она считает, что попытка создать универсальные правила в вакууме обречена на провал. Мир слишком сложен, чтобы его можно было описать набором формальных законов. Ее философия основана на человекоцентричности и контекстуальном обучении. Она утверждает, что ключ к этичному ИИ лежит в его способности понимать человеческий контекст, культурные нюансы и разнообразие. Вернемся к примеру с ножом.
Для ИИ Бенджио, возможно, будет правило: объект-нож в руках человека повышает уровень угрозы. Для ИИ Ли важно понять окружение. Это кухня ресторана и перед нами шеф-повар, или это темный переулок? Контекст меняет все. Поэтому для Ли главная задача не замедление разработки, а улучшение образования ИИ. Это означает две вещи. Во-первых, создание огромных, но, что важнее, невероятно разнообразных и тщательно курируемых наборов данных. Если мы хотим, чтобы ИИ понимал весь мир, мы должны показать ему весь мир, все культуры, все этносы, все социальные ситуации. Она подчеркивает, что данные — это не просто топливо для алгоритмов, это их учебники. И если учебники полны стереотипов, то и ученик вырастет предвзятым. Во-вторых, это разработка алгоритмов, способных к обучению на более высоком уровне абстракции, к социальному интеллекту. ИИ должен научиться не просто распознавать улыбку, а понимать разницу между улыбкой радости, вежливой улыбкой и саркастической ухмылкой. Он должен учиться эмпатии, пусть и симулированной. Его подход — это bottom-up, снизу вверх. Мы погружаем ИИ в богатство человеческого опыта, и он, подобно ребенку, учится правилам поведения через наблюдение и взаимодействие, постоянно корректируя свое понимание. Она верит, что этичный ИИ нельзя спроектировать, его можно только воспитать. Противопоставление их взглядов на проблему очень показательно. Бенджио предложил бы разработать математические методы для обнаружения и устранения статистических перекосов в данных и алгоритмах на фундаментальном уровне. Это был бы своего рода фильтр справедливости, встроенный в ядро системы. Либо сказала, что это полумера. Вместо того, чтобы пытаться математически отбелить предвзятые данные, нужно с самого начала собирать данные, которые отражают все человеческое многообразие. Вместо фильтра она предлагает более качественное и всестороннее образование. Один строит идеальную стерильную клетку правил, другая пытается научить зверя жить в дикой природе человеческого общества. Философия Бенджио — это поиск универсальной моральной грамматики. Философия Ли — это погружение в живой, постоянно меняющийся язык человеческих отношений. И то, какой из этих путей мы выберем в качестве основного, будет иметь колоссальные долгосрочные последствия для всей нашей цивилизации. Давайте заглянем в будущее и представим два варианта развития событий, в зависимости от того, чья философия одержит верх. Это не просто умозрительный эксперимент, это прогноз, который помогает понять реальные ставки в этой интеллектуальной дуэли. Сначала представим мир, построенный по лекалам Йошуа Бенджио. В этом мире доминирует принцип предосторожности. Разработка мощных систем искусственного интеллекта движется гораздо медленнее, чем могла бы. Каждое новое поколение ИИ проходит через многолетние циклы сертификации, аудита и публичных слушаний, похожих на те, что проходят новые лекарства. Международные консорциумы, состоящие из ученых, этиков и политиков, устанавливают строжайшие стандарты безопасности и прозрачности. Любой ИИ, используемый в критически важных сферах, таких как медицина, транспорт или юриспруденция, обязан быть полностью объяснимым. Черные ящики запрещены законом. В результате мы получаем ИИ, который чрезвычайно надежен и безопасен. Аварии с участием беспилотных автомобилей практически сведены к нулю. Судебные алгоритмы не выносят предвзятых решений, потому что их логика прозрачна и многократно проверена. Мы избежали многих катастрофических сценариев, о которых предупреждал Бенджио. Но у этого мира есть и обратная сторона. Прогресс замедлен. Прорывы в медицине, которые могли бы быть сделаны с помощью более мощного, но менее предсказуемого ИИ, откладываются. Экономический рост, возможно, ниже, так как автоматизация внедряется очень осторожно. Существует постоянный риск, что какая-нибудь страна-изгой или корпорация-монополист решит проигнорировать глобальные соглашения и начнет тайно разрабатывать неконтролируемый сверхразум, получив решающее преимущество. Мир Бенджио — это мир безопасности и стабильности, но, возможно, ценой упущенных возможностей и скрытых угроз. Теперь представим альтернативное будущее, где возобладало видение Фэй-Фэй Ли.
В этом мире развитие ИИ идет полным ходом, движимое идеей человекоцентричности. Искусственный интеллект глубоко интегрирован во все сферы жизни. Он стал нашим постоянным спутником и помощником. Умные ассистенты помогают врачам ставить диагнозы, учитывая не только медицинские показатели, но и эмоциональное состояние пациента. ИИ-тьюторы создают персонализированные программы обучения для детей, адаптируясь к их культурному бэкграунду и способностям. Города управляются умными системами, которые оптимизируют трафик и потребление энергии в реальном времени, прислушиваясь к потребностям жителей. Этот мир невероятно эффективен и удобен. ИИ помогает нам лучше понимать друг друга, преодолевая культурные барьеры. Но и здесь есть своя цена. Этот ИИ, обученный на бесконечном потоке реальных данных, постоянно учится и меняется. А значит, он не всегда предсказуем. Проблема предвзятости не решена окончательно. Она превратилась в постоянный процесс прополки. Общество постоянно сталкивается с новыми, более тонкими и сложными формами алгоритмической дискриминации, которые приходится выявлять и исправлять. Возникают новые социальные конфликты, связанные с тем, чьи данные и ценности считать правильными для обучения ИИ. Мы живем в состоянии постоянной адаптации к нашему технологическому партнеру, и не всегда понятно, кто кого воспитывает, мы его или он нас. Мир Ли — это мир динамичного прогресса и глубокой интеграции, но ценой постоянной бдительности и риска столкнуться с непредвиденными социальными последствиями. Очевидно, что ни один из этих крайних сценариев не является идеальным. Медленное, но безопасное развитие рискует стагнацией, а быстрое, но адаптивное — хаосом. Скорее всего, будущее потребует от нас не выбора, а синтеза. Нам нужен гибридный подход, который возьмет лучшее от обеих философий. Нам необходимы фундаментальные принципы безопасности и прозрачности, на которых настаивает Бенджио. Это тот нерушимый каркас, те красные линии, за которые ИИ никогда не должен выходить. Это тормозная система и подушки безопасности в нашем автомобиле. Но внутри этого каркаса ИИ должен обучаться и развиваться по принципам Ли, впитывая все богатство и разнообразие человеческого опыта, чтобы стать не просто безопасным инструментом, а мудрым и чутким партнером. Нам нужна осторожность архитектора и эмпатия педагога. Мы должны одновременно строить надежный фундамент и заботливо растить то, что будет на нем стоять. Этот синтез — невероятно сложная задача, но от его решения зависит, каким будет мир, увиденный глазами машин. И это подводит нас к главному вопросу, который мы адресуем вам. В этой битве за мораль ИИ нет простых ответов. Чье видение, по вашему мнению, является более критичным для нашего будущего? Бескомпромиссная безопасность Йошуа Бенджио или человекоцентричная мудрость Фэй Фэй Ли?